Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена, и сегодня мы посмотрим на арабском, древнем арабском предсказании, гадании, на красном рисе, это красный рис. Кто вас боится и по какой причине? Канал у нас здесь про любовь, про отношения, но здесь посмотрим, что выйдет. Кто вас боится и по какой причине? Благодарю вас за подписки. Проверяйте свои подписки. YouTube сбрасывает. Спасибо вам большое за ваши комментарии и за ваши донаты. И посмотрите на другом канале новую чистку. Чистка онлайн. Она очень хорошая. И еще, я вас предупреждаю, чистки онлайн до конца не прочистят. Мы показываем свой профессионализм. Если во время чистки через какое-то время, то есть один раз, два посмотрели, вдруг у вас начинает кружиться голова, вы хотите спать, вас тошнит, значит, на вас есть негатив и нужно обращаться к мастеру. Помните это. Это не игрушки. Мы вам показываем нашу силу и как мы можем обращаться с негативом, с сущностями и отодвигать их от вас. И от себя, конечно. А теперь мы начинаем. С вами Вивьена, и мы сейчас начнем с вами на красном рисе древнее арабское предсказание. Кто вас боится и по какой причине? Успокоились, успокоились. Кто вас боится, по какой причине? Кто вас боится, по какой причине? Ох. Так, выскочило два человека, выскочило каких-то. Кто вас боится и по какой причине? Смотрим быстро. Так, есть какой-то человек, вот он, кто вас боится, как трусливый заяц. Знаете, это вот прячется где-то под сосенками, под елочками и пукает вам ваш огород. Вот такой вот, а сам на самом деле трусливый. Это человек, сейчас посмотрим, мы еще будем смотреть и на картах. Это человек, который связан с вами какими-то обязательствами или был связан. Так, это могут быть и брак, и все что угодно, и контракты. Так, кто вас боится? Вышло здесь еще что, кто вас боится? Вас боится какой-то сплетник, который постоянно разевает свой рот, как бегемот, и он вас боится. Потом мы еще посмотрим, полностью смотрите, пожалуйста, на YouTube. Кто вас еще боится? Так, вас боится женщина, которая или ниже вас ростом, или по рангу вас ниже. Может быть, по интеллекту ниже. Понимаете, у вас 33 высших образования, а у нее одно дворовое. Но она его считает самым лучшим. Она вас боится, знаете почему? Потому что вы можете дать ей отпор. Словесный или внутренний, но вы можете ей дать отпор. Так, смотрим, кто вас боится. Кто вас боится? Кто вас боится? Так, тут четко вышла женщина. Прям четко вышла женщина. Женщина. Вот здесь вот там я сказала женщина, которая ниже вас рангом. Здесь женщина, которая такая вот полненькая или такая уплотненная, не тоненькая. Она боится. Почему она вас боится? Она вас боится, что вы можете занять какое-то ее место. Она боится того, что она когда-то вам... Она сделала вам какую-то загаденышность. И по какой... Да, она сделала вам когда-то плохо и считала, что это правильно. А сейчас на нее посыпались камни сверху. И она боится, она считает, что это вы на нее там фу-фу-му-фу-фу магическое или какое-нибудь делаете. Вот она вас боится. Присоединяйтесь в Телеграм, пишите в комментариях, принимаю, приобретаю. А с вами Вивьена. Смотрим еще, кто вас боится. Дальше мы посмотрим на картах. Женщину мы увидели. Я вижу еще тоненького мужичонку. Тоненький мужичонка или ростом маленький, или тоненький мужичонка. Знаете, у него, может быть, он выпивает или что-то, потому что у него что-то не в порядке с головой. Или у него там какие-нибудь инсульты были, или что-то. У него все время как бы моча в голову вступает. Так вот иногда говорят. Он, знаете,
Почему боится? Потому что он как маленький шкодливый котенок, который сворует сметану, сожрет, а потом врет. И он вас боится потому, что вы можете дать ему пендель. Моральный, физический, какой угодно. Почему? Он такой какой-то щупленький, небольшой мужичонка. Почему этот мужичонка вас боится? Этот мужичонка боится вас, потому что он сексуальный вас боится. То есть вот так вот, как женщин. Если смотрите женщину, то как женщину боится. Если смотрите мужчины, предсказание это, то он вас тоже боится, что вы сильный альфа-самец, а он такой маленький, думает, что молодец. Почему он вас боится? И причины его какие? А знаете, он вас боится, потому что этот человек, у кого-то он украл моральное, а у кого-то он украл материальное. Маленький такой, вот какой-то щупленький. Может быть, он просто худенький очень, или у него душонка просто вот такая худая, вся дырявая. Вот он вас боится. Вот эти люди вас боятся. Но у вас на голове, знаете, вы перевернули их корону, почему они боятся, а у вас на голове сейчас огромная корона. Вот так нам бурый рис предсказал людей. Пишите в комментариях, кого это вам напомнило, кто у вас прям вышел, потому что это же общее. Кому надо лично мои контакты, вот они, пожалуйста, смотрите. Плюс 995 593 36 95 44. Сначала плюс, потом все цифры. Пишите в Viber, WhatsApp, Telegram на расклады, на очистки, на предсказания, на регрессию. Можно все убрать и все сделать. Кто любит себя, тот всегда знает, как нужно открыть себе светлую дорогу. Потому что не каждый обычный человек это может сделать. Поэтому есть мы, породы, мастера. Ну, а теперь давайте смотреть. Так, я вот так вот сделаю. Мы это уберем. И будем смотреть на картах еще. Так. Характеристика того, кто вас боится. Ну, мы нескольких. Вот мужичонка сразу вышел. Так, вот характеристика, что он, почему боится. А он боится, да, он боится. Он, знаете, как он прям говорит, ну и стервоза же ты, ну и ты. Вот знаете, как вот он и боится, а боится он потому, что, ну, вы ему уже дали по башке кувалдой-то, по башке сковородкой. Так, мужчина здесь вышел. Ну, здесь, если смотреть на мужчину. Так, и здесь есть, кто вас боится, женщина, которая, ну, вот с вами близко она была, может быть, подруга была. И, может, и сейчас есть. И она боится за свои злодеяния, за свои сплетни, за свои зависти. Так, знаете почему? Тут идет такая сильная зависть. Прям зависть выше крыши, что вы дошли до горы Эверест, а они там болтаются где-то внизу, где-то там в болоте. Давайте посмотрим, почему. Да, тут идет очень сильная зависть. Зависть во всех аспектах. И что у вас все хорошо получается и на работе, и куда бы вы ни пошли, хоть в какие мэрии вам дороги открыты. И все у вас замечательно, и вы и в храм пойдете, и батюшка вам поможет, я образно говорю. Вот зависть, почему это зависть? И у мужичонка тоже боякон. Ну, а тут люди просто, знаете, от зависти сгорят. Они от этой злобы, вот знаете, солнце, это же приносит радость, свет, тепло на всей планете Земля. Но оно может так обжечь, что останутся одни угли. А тут именно от зависти... Да, потому что, знаете, они считают, почему у нас ступор, у нас не идет, а у нее все получается. И вот они бесятся. И боятся, бесятся и боятся. Тяжелый пингвин летать не может. Сейчас мы вот так посмотрим. Так. Так, у меня везде эти черепашки. Очень люблю этих черепашек, лягушечек. Там черепашка, которая приносит доход. Так. В Телеграм заходите. Там у нас иногда бывает очень весело. А так я даю вам разные там методики. Со мной всегда только белые люди.
Вот почему они вас, вот понимаете, кто вас боится? Боится вас человек, знаете, у вас один человек вас боится, который, вот я сказала, одна ниже, дворовое у него происхождение, дворовое, не дворянское, дворовое. А есть человек, который, возможно, даже ваш начальник или стоит выше вас. Ну, даже, может быть, как я говорю, завхоз или домхоз, но который, которому почему-то люди, хотя может занимать и какое-то другое положение высшее. Почему он вас боится? А боится потому, что он не знает, как вы выберете, понимаете, как выбирать. Он не знает, как с вами разговаривать, потому что если так к вам подойдешь, а вдруг вы по лбу стукнете? А если так подойдешь, а вдруг вы на него чего-нибудь наговорите? То есть, знаете, здесь сам человек такой. То передом, то задом, то нашим, то не вашим. И поэтому, почему он боится вас? Потому что он не знает, как с вами вести. Тут похоже, что... Да, знаете, почему боится? А боится, потому что он понимает, этот человек, это может быть и мужчина, и женщина, больше как-то мужчина идет, но у каждого по-своему. Боится, потому что он знает, что вы справедливы, что за вами действительно справедливость Вселенной. Так, почему боится? А потому что этот человек боится, что вдруг вы поставите так, перевернете, что ему придется вам подчиняться. А этот человек привык, что у него все куклы, а он кукловод. И все-таки, да, вот здесь у кого-то это мужчина. А если это женщина, понимаете, это же общий расклад, то тогда эта женщина вас боится из-за какого-то мужчины, который помогает вам в жизни. Это даже могут быть те, которые ушли уже, например, наши предки. Кто боится? Знаете, вот этот человек боится не просто так, потому что действительно, понимая, что вы правы по многим вопросам, боится вас потому, что у него полностью разбито сердце. Это может быть, конечно, любовное, но тут больше идет у кого-то и не любовного характера. Вы просто полностью взяли и как бы уничтожили, что ли, этого человека внутренне, морально. Почему боится? Да, потому что вот эти две карты. Справедливость и высший суд. Боится, потому что за вами боги и Вселенная. И это очень-очень важно. Так, давайте еще посмотрим. Так, и вот здесь. Тут осторожней. Здесь еще идет у вас, кто вас боится. Вас может... Вот он маленький, щупленький. Вот, помните, я сказала, маленький, щупленький. Вот он маленький, щупленький. У кого-то это может быть подросток, но, в общем-то, маленький, щупленький. И почему боится? А потому что вы загнали его в угол своей справедливостью. И он не знает, как выход, и хочет хоть на хромой собаке подъехать, но выхода он не видит. Почему он не видит выхода? Ну, а потому что он из себя там жезликом махает, член мирового сообщества-то, а махать уже и нечем-то. Боится, что вы у него что-то отберете. А на самом деле-то он... Вы знаете, как будто он у вас что-то забрал, как украл. Моральное или материальное. А теперь он боится, как бы вы у него не отняли. А вы у него отнимете, потому что, если посмотрите чистку мою полностью от крадников, потому что от крадников это не только что украли там материально, это полностью крадники. Любой негатив это тоже крадник. Забирают вашу энергию, забирают вашу энергию, лишают вас подпитки энергетических светлых сил. И все время из вас выдувают. И он боится, что вы возьмете меч в руки, и вы его прям как-то по-мужски, даже если вы женщина, прям по-мужски, да. Потому что этот человек привык, маленький, хунький, или сам по себе хунький, он все время, знаете, он все время извивается и врет, и он все время по кругу. Да, потому что вы ему давали силы. И он боится, что вы этот руль у него заберете. Почему он еще боится? Да. И опять вышло солнце, что вы заберете его радость, а уже такое ощущение, что вы уже забрали и забираете. И
Он понимает, что все, и любовь морковь закончилась в любых аспектах, хоть в личной жизни, хоть в обыкновенной человеческой. Потому что у этого человека, могу четко вам сказать, моральная обесточенность, обездоленность, просто моральная, вот иногда говорят, моральная уродливость. Вот прям нехорошо. И давайте посмотрим, они боятся, а вам стоит их бояться? Чистки посмотрите мои, вот я говорю, чистка от крадников посмотрите на канале Ведунья Вивиена. А вам не стоит их бояться никого. Понимаете, вы хотя бы королева чаш тут вышла. Понимаете, кто-то говорит, а я вот такая-то. Мы каждую минуту, каждое разное время мы меняемся. И вот в этот момент у вас вышла королева чаш. Это значит, что вы та женщина, которая излучает из сердца любовь. И у которой над головой есть действительно сильные защитники и предки, и животные, и исполнение всех желаний, и боги на вашей стороне, сильные боги. Надо вам их бояться? Нет, не надо, потому что, понимаете, они как кузнечики по этой жизни. Где-то выпьем, где-то подлезем под юбчонки или под брюкчонки. Их не надо бояться, потому что они не живут, они проживают и прожигают эту жизнь. Надо ли вам бояться этих людей? Нет, эти люди сами уже себя повесили и подвесили в любом состоянии. Надо ли вам бояться этих людей? Нет, потому что вы сами можете около себя объединить людей света, людей воинов света, которые могут пойти вместе с вами вперед и созидать для нашей планеты. Говорю какими-то высокопарными фразами, но здесь вот выходит именно так. Мы с вами посмотрели на рейсе, мы с вами посмотрели на картах. И я вас жду, еще раз говорю, в Телеграм. И пишите в комментариях. Чтобы не было страхов, мой паспорт. Моя визитная карточка мастера. Все мои осознанные и неосознанные страхи. И можете задать в комментариях вопросы, и я на некоторые вопросы вам отвечу. Или отвечу на ваши вопросы в ТикТоке. Заходите. Пока-пока. До новых встреч.